Всем привет! Меня зовут Луиза. Я очень рада, что у меня появляются подписчики, рада и гостям моего канала. Вы меня вдохновляете на то, чтобы я делала еще больше видео. И вот сегодня я хочу сделать такой расклад. Какой меня видят мужчины, то есть какая вы для мужчин, какой они вас видят, как они вас воспринимают. Пока я мешаю карты, пожалуйста, настройтесь на расклад, чтобы мне было легче прочитать вас. Ну, карты уже хотят говорить. Итак, начнем. Какой же вас видит мужчина, да? Какая вы в глазах? Вы закрыты. Вы не позволяете себе открыться мужчине. То есть он не понимает, как с вами общаться, да? Ну, любой мужчина, ваш мужчина, друг или какой-то просто знакомый, либо на работе. Вы очень закрытая. Не любите, когда лезут к вам в душу. Вы любите семью, дом свой. Вы так его охраняете, оберегаете. Вот знаете, мне вот идет, кто-то из вас очень любит фрукты. Вы довольно человек такое действие. То есть, если вы решили что-то делать, вы идете напролом даже где-то, идете вперед, не оглядывайтесь по сторонам. Но вот здесь для вас предостережение. То есть, когда вы что-то делаете, будьте очень внимательны, потому что может так случиться, что просто вот в процессе, да, когда вы идете к чему-то, не обращая внимания на то, что вам говорят, даже, может быть, что вам говорит ваш мужчина, да, либо папа, там, вы отнекиваетесь и не принимаете в расчет, да, и мнение, может быть, какие-то советы. Вам предостережение, чтобы вы прислушивались все-таки к мнению людей, к мнению мужчины своего, потому что это вам даст еще больше возможностей. То есть вы не сможете совершить ошибки, те, которые вы совершите, не слушая никого. Вы трудолюбивая такая женщина, всегда в движении. Вы очень где-то прижимистая, может быть, ну, у вас сейчас такой просто момент, да, что вы копеечку бережете каждую, то есть вы смотрите, на что можно потратить, на что нельзя потратить денежку, там, что надо приобрести, то есть вы такой список составляете, даже вот я вижу, пишите, вот, расходы, вот на это, вот на это, вот на это и вот на это. Сейчас у вас, ну, вы посыл такой даете мужчине, что вы выбираете, да, то есть мужчина вас видит такой женщиной, которая очень активная, такая стремительная, везде у нее куча дел, она и там, и у нее много поездок. Здесь у вас и, ну, вы, как бы, как сказать, отыгрывается, что и женщина за рулем, да, очень такая деловая. Но в то же время, знаете, ваша вот эта деловитость, она некоторых людей, некоторых мужчин, она может отпугнуть. Здесь, знаете, как идет, что вы слишком такая активная, уверенная в себе, и мужчины некоторые просто побоятся к такой женщине подойти, потому что он может вам дать, да? Либо это должен быть очень такой состоявшийся человек, самодостаточный, который ни в чем не нуждается,
сильный по характеру, такой жесткий даже где-то. Может быть, вам такой мужчина и нужен, да? Но вот у него начнется такое, что я и сам такой очень активный. И часто таким мужчинам хочется более мягкую женщину, да, чтобы она там его поддержала, там более там ласковая была. А у вас такой стержень прослеживается. Вот такая работяга. У кого-то здесь будет и свое дело, может быть, да, у вас. Вы сейчас вот решаете проблемы именно рабочего плана, какие-то у вас поездки, дальние командировки. Сейчас я посмотрю, как они закончатся. Все хорошо, но единственный момент по поводу ваших командировок, да, либо какие-то деловые переговоры. Будьте очень аккуратны, потому что даже кажется, если что, все хорошо складывается, то есть все ваши какие-то планы, вот командировки, работа, все идет хорошо, в самый неудобный момент может быть такое, что вылезут какие-то факты, да, какие-то моменты, вам надо очень осторожно их обдумывать, то есть не сломя голову там завершайте свои дела рабочие, а будьте очень внимательны, очень осторожны при подписании документов, прям читайте вот эти меленькие шрифтики, да, где самые важные какие-то слова написаны очень мелко. Очень внимательно читайте документы, потому что там как раз-таки может быть вот этот подвох, который потом вам может выйти боком. Вот, и здесь еще вышел мужчина, да, у вас здесь мужчины такие попадаются вам достаточно холодные, авторитарные такие, да, я мужчина, я сказал, и ты должна делать так, как мне надо. Вы сами таких мужчин к себе притягиваете, но долго с ними у вас отношения не складываются, потому что вы по характеру сама довольно сильная женщина. И вы в доме хозяин, то есть не мужчина, хозяин положения, а вы хозяйка положения. И вы всегда хотите настоять на своем. И так как получается, что у вас выпадают вот такие мужчины в жизни, вам встречаются, да, вам с такими людьми интересно, потому что вы сама такой человек очень активный. Но и мужчина такой приходит в вашу жизнь жесткий, а оказывается на самом деле, что вам это не подходит. Вам нужен более мягкий человек, который будет к вам прислушиваться, который будет вас понимать, где-то поддерживать. Вообще поддерживать все ваши начинания, то есть вы должны чувствовать такую поддержку мужскую. А попадаются вам мужчины немножко другого склада, более жесткие. Какой они вас еще видят? Вы очень справедливая. Вы справедливая, и ваша вот эта справедливость, да, чувство такое справедливости, вы не можете вот от него отступиться. Вам надо отпустить это. Будьте более мягки к людям. То есть люди, они не все такие, как нам хотелось бы, да. И когда вот вы немножко смягчите свои какие-то принципы, да, тогда у вас наступит другой период, когда вы станете более мягкой, по-другому начнете смотреть на вещи, мужчин перестанете всех под одну гребенку подбирать, тогда вам откроется новый этап. То есть вы увидите, что вокруг оказывается много мужчин, на которых можно обратить внимание. Когда вы перестанете шаблонно мыслить и всех ставить на один уровень, вы увидите, для вас откроется новый путь, новые люди, новые мужчины, новые знакомства. Более интересные знакомства. Кстати, это может быть новое знакомство в поездке, на отдыхе, например, да, где-то в теплых странах. Либо у вас будет знакомство с мужчиной таким солнечным, веселым, с чувством юмора, очень интересным. Но это произойдет только после того, когда вы в себе немножечко так заглушите вот эту свою
свой вот этот характер, да, он у вас останется, просто постарайтесь немножко так перестать его явно показывать. Что еще думают? Что вы очень деловая, что вы в глубине души очень ранимая женщина. Они это видят. За вашей деловитостью, за вашей такой хваткой, да, вы чувствуете, где деньги, вы знаете, когда и куда вкладывать эти деньги, вы знаете, как ими распоряжаться. Они видят за вашей вот этой, можно сказать, мужской стороной характера, что вы ранимая, что вы хотите семью, но вам, в силу того, что у вас такой нрав огненный, вы очень, вы не можете стоять на месте, вам нужно обязательно что-то делать, надо быть более мягкой. Они знают, они очень чувствуют, что у вас раны в душе есть, и поэтому вы такая закрытая и довольно жесткая женщина. Кстати, здесь проигрывается еще такое, что вы маните вот с какой-то своей загадочностью, вроде вы и жесткая, но в то же время вы можете быть где-то с кем-то мягкой. Чувствуется у вас такое что-то магическое, что ли, да? Здесь, кстати, могут быть женщины, которые обладают какими-то такими способностями. То есть у вас может быть очень развита интуиция, у кого-то это могут быть сны, вещи. Возможно, даже если вы с кем-то делились, с мужчинами, да, с друзьями, там, с мужьями, с папами, с братьями, что вот мне приснился вот такой-то сон, и я хочу, чтобы ты, не ехал куда-то там, либо давай сегодня не пойдем, не знаю, в гости, потому что может что-то случиться. И мужчина это замечает, что когда вы говорите такое, это на самом деле происходит. То есть у вас есть вот эти вот и интуиция, и вот какие-то такие магические способности, да. К магии вообще мужчины так немножко настороженно относятся, потому что все-таки это такое что-то непонятное, непознанное, и вообще это пощупать нельзя. А мужчины, они больше такие прагматичные, да, то есть им надо, они верят в то, что они видят. Так, что еще? Какое они вас еще видят? Видят, что вы такая, что вы можете схитрить, они об этом знают, но это, в принципе, нормально. Они это воспринимают очень хорошо. То есть их не напрягает, что вы можете там где-то схитрить, приласкаться, там как-то где-то сгладить углы. И для них это очень приятно, то есть мужчины, они это воспринимают очень хорошо. То есть вот эта ваша черта им очень нравится, что вы такая где-то даже лиса, можно сказать. Но вот их настораживает, вот им сложно с вами общаться. В каком плане? Что они всегда должны в ваших глазах быть выше. То есть, если мужчина, зарабатывает, то есть он должен больше зарабатывать, он должен показать, что вот он какой. То есть, всегда у них ощущение такое складывается, что вы оцениваете, что они как на экзамене, что ли, да? Что вот вы не даете расслабиться человеку. Они вот как на пороховой бочке. Что она скажет? А вот я подарю ей какой-то подарок, а как она на него отреагирует? А вдруг ей не понравится? То есть вы можете даже где-то сделать недовольное лицо. Что ты мне подарил? Что ты мне принес? Цветы? Да нафига, я не люблю цветы. Не будьте такой, будьте более мягче, будьте более дипломатичной. Даже если вам не нравятся цветы, например, вы любите не розы, а ромашки, не говорите: фу, что ты мне принес этот веник. Нет, скажите: спасибо, дорогое солнышко, мне приятно, но вот подскажите человеку, какие именно вам цветы нужны, то есть намекните ему, там, проходя мимо цветочного магазина, увидели там букет ромашек, скажите: ой, какие обалденные цветы, такие классные ромашки, я просто обожаю. Все, это будет намек, который он поймет, и
он уже себе галочку в уме поставит, что вот, оказывается, ей это нравятся ромашки, а я, дурак, ей цветы какие-то дурацкие ношу, розы там, я не знаю, или пионы. Все, этого будет достаточно. То есть вот такая маленькая подсказочка, да, ненавязчивая, она в голове откладывается постепенно. И будьте такой более мягкой женщиной. Ну что еще? Что вы для многих мужчин такая женщина перемен. Если вы появляетесь в жизни у кого-то, да, у какого-то мужчины, часто он трансформируется, то есть он меняется. И он меняется в лучшую сторону, он становится более цельным, у него какие-то планы появляются. То есть если раньше он не думал о чем-то, он начинает об этом задумываться. В этом плане вы такой человек, вы несете в себе перемены для людей, для мужчин именно. И но они вас воспринимают как такую женщину. Семейные ценности для вас очень важны, и они понимают, что с вами такие вот какие-то легкие отношения, просто флирт, там либо переспал и я ушел, мужчина знает, что с вами такое не пройдет. То есть вы за семью, если встречаетесь, то будь любезен, там уже дальше продолжение, просто так со мной не пройдет, они это чувствуют, они это знают. Так, что еще скажу? Вот последние две карты, наверное, потому что уже довольно много сказала. Ну и мужчины, которые с вами рядом находятся, из-за того, что вы несете вот какие-то перемены в себе, да, многие воспринимают это негативно. То есть, не особо-то кто-то хочет меняться, да. И вы для них, вы просто вверх тормашками переворачиваете мир, да. А чтобы вот так вот все перевернуть, и вы свою энергию тратите, да, на этого человека, и он это видит. Но, с другой стороны, может быть, и не надо так поступать, потому что это сложно будет и вам, и мужчине вашему, да. Вам надо не быть такой резкой в своих высказываниях. Можно и мягко намекать, мягко говорить, стараться подбирать какие-то слова в такой более форме мягкой, что ли, дипломатичной. И тогда вот этот переход для него, да, усовершенствование его, который он не хочет меняться, а получается, что вы его заставляет обстоятельства, которые благодаря вам происходят. Так что, и вы, кстати, вам скажу, вы довольно такой ресурсный человек, вы ресурсная женщина. Что это значит? То, что когда мужчина начинает с вами общаться, то есть когда начинают завязываться какие-то отношения, для мужчины вы женщина, которая дает ему материальную, финансовую какую-то энергию. То есть у него начинается налаживаться работа, появляются люди, которые помогают ему там продвигаться в бизнесе, например, да, какие-то новые партнеры, либо он такие очень хорошие клиенты, которые приносят ему финансовый достаток. И вы вот для мужчины, для своего, вы как стена, вы как охрана, что ли, да? То есть, когда вы появляетесь в жизни человека, многие какие-то негативные моменты, они уходят из его жизни. То есть люди, которые были ему не нужны, они уходят, потому что вы становитесь блоком от всего негативного. Поэтому свою энергию очень дозированно давайте. Не надо распыляться, не надо сильно растрачиваться вот этой своей энергией, которая в вас есть.
на мужчину. То есть, если это действительно ваш человек, ваш мужчина, то да, тогда вы как стена для него будете. Вы будете его отгораживать от плохих каких-то моментов, каких-то ситуаций. Будьте в этом плане осторожны. Мужчины вас немножечко побаиваются, потому что вы внесете в себе очень такой мощный энергетический потенциал. Они это чувствуют, что вы очень энергетически вы сильнее. Немножечко заглушайте это. Вы будете такая всегда. Просто преподносите себя немножко более мягкой в жизни. Так, ну еще что? Совет вам какой, да? Чтобы вас мужчины воспринимали не такой воительницей, а более мягкой. Работайте над собой. Позвольте себе помечтать, что ли, да? Расслабиться. Отдохните немножко и морально, и физически. Спите побольше. У вас недостаток сна. У многих женщин вот здесь вот энергия такая, бессонница у кого-то могут быть такие сны. Если, кстати, сейчас добавлю, могут сны быть такие плохие, беспокойные ночи. Вы можете много раз за ночь просыпаться. Вот здесь женщины, у которых вещи и сны, научитесь их контролировать. Любую силу можно взять под контроль. То есть, если ваша сила в том, что вы видите сны, которые влияют на людей, то есть вы видите, что будет происходить дальше, постарайтесь научиться правильно настраивайтесь перед сном. То есть, да, то есть, когда вы ложитесь спать, ну, это такой, как совет, вы вот перед сном зайдите в ванну, хорошо помойте свое лицо несколько раз, вот до 7 раз. Ополосните лицо водой, холодной водой. И настройте себя, что сегодня у вас будет хороший сон. Либо, если вы хотите что-то конкретное увидеть, допустим, настройте себя, что сегодня я увижу вот это и вот это, там, то, что вас беспокоит, что вас волнует. Вы должны быть в спокойном состоянии. То есть выпейте там чуть-чуть водички, да, там такой комнатной температуры, можно чуть-чуть тепленькой, и ложитесь спать. И тогда постепенно вот вы настроите вот эту свою энергию вот этого, этот канал у вас настроится, именно вот сновидение, да, и тогда вы войдете в это русло, в правильное, и тогда вас не будут мучить кошмары. Ну, и не прям сразу это получится, конечно, постепенно это можно сделать. Ну, там, каждый день по чуть-чуть, потихонечку себя настраивайте, и тогда у вас вот уйдут вот эти сны. Ну, блин, что-то я отвлеклась от темы. Вообще мы про мужчин разговаривали. Ну, это просто вот как-то вот мне пошла информация, не могу ее не сказать. Вот, ну, вроде бы как все сказала, все, что вижу. И еще, еще есть. Так как вы, женщина, такая очень деловая, да, ресурсная, материальная, материальный достаток у вас есть машина, да, вы очень часто в поездках, командировках, вы довольно деловой человек, и когда вы знакомитесь с мужчинами, не показывайте этого. Не показывайте этого, потому что многие мужчины к вам такие цепляются, которые хотят вот воспользоваться вот вашей, ну, как бы добротой, что ли. Так как вы зарабатываете деньги, вы и много отдаете. Отсеивайте этих мужчин, которые пользуются тем, что вы зарабатываете. Даже есть такие, вот у кого-то есть такой мужчина, который зарабатывает меньше, чем она, может даже сидеть на диване и еще попенять, что «Чё ты там? Вот, когда твоя зарплата, что-то там мало денег что-то принесла», а сам сидит на диване, ничего не делая. Таких мужчин надо из своей жизни убирать. Этот мужчина не должен вообще присутствовать. Ну, мужчина должен быть мужчиной. Он должен давать. Вы можете давать
но духовное что-то, да, а мужчина должен давать материальное. То есть это вот две роли, которые, ну, не могут, они должны быть такие. Это изначально всегда было заложено, что в мужчине, потому что он физически сильнее, он и должен давать больше, да, материального. А женщина должна брать и давать духовное. То есть она должна дом свой окружать любовью, там она может работать, но она может работать для себя, не для семьи. Не должна быть такая ломовая лошадь, которая все на себе тянет. То есть будьте в этом плане осторожнее, потому что у некоторых есть такое, что мужчина цепляется и вот как кровосос, вот прицепился, как пиявка, и будет сосать вас и дальше, и не будет никогда ничего делать для вас. Ну вот, ну что-то вот, блин. Вот все, на этом закончим, потому что дальше меня уже понесет. Вот такой был расклад, что о вас думает мужчина, да. Всем желаю любви, здоровья, берегите себя, не распыляйтесь на ненужных людей, отсеивайте таких людей. Счастья вам желаю. И смотрите мои видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал. До следующих встреч. Счастливо!